Привет! Сегодня суббота, а значит обязательно нужно приготовить что-то сладенькое к ужину. И я вам предлагаю приготовить кекс. И вначале давайте разогреем духовку до 170 градусов, потому что тесто готовится довольно-таки быстро. Нам для него понадобится мука, сахарная пудра, яйца, полностью размягченное сливочное масло, разрыхлитель и добавки. У меня здесь орехи, миндаль, кешью, фундук без шкурки, а также сушеная клюква, светлый, темный изюм. Вы можете использовать любые добавки, которые есть у вас дома, которые вам нравятся. Отлично сюда также подойдет еще фисташка. Если ничего нет, ничего страшного, кекс сам по себе очень вкусный и без добавок он такой же вкусный и остается. Что касается орехов, то я вам рекомендую их перед использованием промыть и просушить в духовке, буквально при 170 градусов где-то 12 минут. Благодаря этому в кексе будет более насыщенный и яркий ореховый вкус. Давайте начинать готовить. В дежу комбайна отправляем сливочное масло и сахарную пудру. К-образной насадкой все перемешиваем. С помощью силиконовой лопатки можно собрать масло со стенок дежи. Добавляем яйца. Масса может быть не очень однородной, так и должно быть. Теперь соединяем разрыхлитель и муку. Отправляем в дежу и перемешиваем. Снова силиконовой лопаткой можем собрать тесто со стенок дежи. Ну и наконец вводим добавки. Кстати, орехи я немного подробила ножом. Полминутки перемешиваем и тесто готово. Я буду выпекать кекс вот в такой вот формочке, ее размер 25 на 11, она довольно большая, как раз все тесто, которое у нас получилось, сюда помещается. Если у вас формочки поменьше, ничего страшного, выпекайте в них, просто поделите тесто на две части. В любом случае, я рекомендую вам не надеяться на поверхность ваших форм, даже если они проверенные, потому что кекс имеет тенденцию прилипать, поэтому для того, чтобы в конечном итоге не расстраиваться, я рекомендую вам подстраховаться. Каким образом? Ну, во-первых, вы можете застелить вашу форму пергаментной бумагой, но будут заломы, потому что она идеально не повторит форму. Во-вторых, можно сделать так называемую французскую рубашку. Вам для этого понадобится мука и масло. Сейчас я покажу, как это сделать. Смазываем стенки формы тонким слоем сливочного масла кисточкой либо руками. Добавляем муку и перекидываем ее по каждой стенке формы. После чего хорошенько струсите лишнюю муку. Я это делаю над мойкой. И французская рубашка готова. Теперь перекладываем тесто в форму. И отбиваем форму о стол, тем самым равномерно распределяя тесто. Отправляем кекс выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку изначально на 35 минут. Затем готовность проверяем деревянной шпажкой. Все зависит от ваших форм. Если ваши формы в 2 раза меньше моих, то 35-40 минут им достаточно. Но опять-таки проверяйте деревянной шпажкой готовность. Если у вас такая же большая форма, как у меня, то вам понадобится где-то 50-60 минут. Поэтому я отправляю свой кекс в духовку при 170 градусов на 50 минут. Прошло 45 минут, и пока кекс еще 5 минут допекается, я предлагаю вам приготовить сироп для его пропитки, потому что мы пропитываем горячий кекс горячим сиропом. Для сиропа нам понадобится вода, сахар и по желанию и по возможности ром. Если ром есть, обязательно добавьте его, потому что он придаст более яркий вкус вашему кексу. Если нету, не надо его только ради этого покупать. Поэтому в сотейник мы отправляем воду, сахар и доводим до кипения. Как только вода закипела, добавляем ром
И кипятим еще минуту, потому что нам надо выпарить весь алкоголь. Наш сироп готов. Как вы видите, здесь я подготовила решетку для того, чтобы кекс достать, сразу же вынуть из формы и перевернуть на решетку. И в принципе все уже. Кекс испекся, можно его доставать. Так, есть. Готовность обязательно на всякий случай проверьте деревянной шпажкой. Она у меня сухая. И переворачиваем кекс с вашей формочки. Оп. Горячий. Есть. Ну, теперь будем пропитывать его. Смазываем кекс сиропом со всех сторон. Сироп мгновенно впитывается, но смотрите, не переборщите с ним, чтобы ваш кекс не размяк. Даем кексу полностью остыть, на это может уйти около часа. Затем давайте отрежем кусочек. Вот такой кекс получился внутри, сочный, мягкий. Кстати, вы заметили, какой он желтенький? Это благодаря домашним яйцам. На следующий день кекс еще вкуснее. Срок годности до 7 дней. Кекс готов, он получился очень вкусный и простой, поэтому если вам приглянулся этот рецепт, идите и прямо сейчас достаньте ваше сливочное масло из холодильника для того, чтобы оно размягчилось. Готовьте и потом обязательно напишите в комментариях, какой у вас получился кекс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до скорых встреч в новых видео!